5 турецких сериалов, которые сняли по книгам психиатра Гюльсерин Будайджиоглу. Если вы думали, что популярный турецкий сериал «Зимородок» – единственная психологическая драма в мире турецкого кино, то спешим вам представить и другие сериалы в этом жанре, снятые по книгам и записям известного турецкого психиатра Гюльсерин Будайджиоглу, известная турецкая писательница и психиатр, которая буквально подарила жизнь сериалу «Зимородок». Сейчас этот проект бьет рекорды и официально считается фаворитом зрителей, ведь история настолько живая, что ей невозможно не проникнуться. Но на деле за плечами Гюльсерин уже несколько сериалов, которые сняты на основе ее романов. А романы, в свою очередь, были написаны на основе записок, которые психиатр делала во время приема пациентов. Номер 1 – «Стамбульская невеста», 2017-2019 год. «Стамбульская невеста» был снят на основе романа Гюльсерин «Вернись к жизни». Сюжет картины вертится вокруг истории любви Сюреи и Фарука. Сюрея выросла без отца и матери, так что привыкла сама справляться с жизненными невзгодами. Девушка заканчивает обучение в университете, а после играет в ресторанах, чтобы обеспечить себя и тетю. Фарук – харизматичный мужчина, от которого многие девушки сходят с ума. Он наследник богатейшей семьи и завидный жених. Конечно, главные герои влюбляются с первого взгляда. Только пока не знают, что их любви придется пройти через сложные испытания. Молодой невестке придется ужиться с властной свекровью, которая не терпит пререкательств. И совершенно некому будет постоять за Сюрею, ведь в это же время Фарук должен будет сражаться с врагами, которые неожиданно объявились и угрожают всей его семье. Второй сериал «Дом, в котором ты родился. Твоя судьба», 2019-2021 год. В основу сериала «Дом, в котором ты родился» легла книга Гюльсерин Будайджиоглу «Девушка за стеклом». Проект рассказывает зрителям о двух молодоженах, любовь которых, вопреки обстоятельствам, зарождалась уже после брака. Зейнеп выросла в очень состоятельной семье. Она хороша собой и прекрасно сложена, но главное – обладает добрым сердцем. Однако у нее есть секрет – в своей семье она чужая. Мать отдала ее на воспитание в тот момент, когда поняла, что отец алкоголик, и она не смогут вырастить малышку. Уже будучи взрослой, главная героиня оказывается в бедном районе, где жила раньше, и встречает там автослесаря Мехди. А позже судьба, будто в насмешку, неоднократно сталкивает их друг с другом. Родная мать главной героини настаивает, чтобы она вышла замуж за парня из родного района. Но чего не сделаешь ради семьи. И девушка соглашается выйти замуж по просьбе матери. Но сможет ли она обрести свое счастье? Третий сериал «Красная комната», 2020-2022 год. Фактически можно смело сказать, что главная героиня сериала «Красная комната» – прототип самого психиатра, ведь весь сюжет основан на историях из жизни. В сериале нам показывают жизни врачей и пациентов, которые обратились за помощью в психиатрическую клинику. Пациенты во время первого визита попадают в красную комнату, где впервые делятся своими проблемами и секретами. Четвертый сериал «Квартира невинных», 2020-2022 год. София и Гюльбен – родные сестры, которые пытаются выстроить свою жизнь лучшим образом, но пока из этого ничего не выходит. У девушек есть брат по имени Хан и больной отец. И если честно, только благодаря парню им удается хоть как-то справляться со своими ежедневными проблемами. Однако он не одинок, ведь в это же время Инджи, которая живет с властным дедом и братом, после одного несчастного случая жизнь сведет Инджи с Ханом и его семьей. Конечно же, они с первого взгляда влюбятся друг в друга, но сестры Хана будут делать все, чтобы помешать их сближению. Но сможет ли любовь победить в этой войне? Пятый сериал – это «Девушка за стеклом», который продолжает еще выходить как и «Зимородок» на экраны. В центре сюжета – история девушки Налан. Она стройна, красива, застенчива и никогда не перечит родителям. Ее родители – состоятельные люди, которые смогли дать дочери хорошее образование. Так что героиня работает дизайнером интерьера в фирме известного бизнесмена Рафета Караглу. Только вдобавок к роскоши и образованию родители одарили Налан детскими травмами. Любовь матери
которая окажется ей бабушкой, граничит с ненавистью и безумством. Каждый день мать надевает на Налан туго зашнурованный и шитый с нижней частью корсет, который ей суждено носить до замужества. С другой стороны, есть Сиддат, сын того самого бизнесмена, которого работает девушка. Его отец рассержен на него из-за связи с уже разведенной женщиной Джаной и готов пойти на все, чтобы сохранить авторитет семьи. Выбор падает на Налан, но сможет ли пара, в которой оба партнера страдают от детских травм, стать счастливой?